Доброе утро. Доброе утро. На календаре 27 апреля, А что ты в капюшоне? а холодно. С утра холодно. Да, мы А мне сегодня нормально. ночевали в палатке, вот там полянка, да, подальше в лесу. Вот, замерзли как собаки. Не, а я нормально сейчас чай пью, вообще хорошо. Вот. Очень было холодно, тут какое-то ущелье. Вот, и в общем, мерзли всю ночь. Сейчас сидим на нашей, тут такая верандочка, Покажи ее. недалеко. Вова, ты же вчера показывал, вот там такие. Вот тут лавочки. Но там главное вода. Что главное туристу? Вода. Она позволяет нам при помощи вот такого нехитрого устройства заварить себе чаю. Хоть чуть-чуть попробовать погреться. Так, здесь для любителей костров есть чайники. Вот. И все это замечательное мероприятие, видимо, организовали эти люди или в честь этих людей, имена которых вот написаны. Или это не имена. Ну, в общем, табличка, да, которая, видимо, нам говорит о том, кому следует сказать спасибо за вот такие вот удобства. За вот такие вот удобства. Не знаю, Вова, слышно, не слышно. Но было, не знаю, градусов 5, наверное, ночью. У нас градусники, градусники, эти спальники до плюс 10, поэтому было прям некомфортно. Сейчас сидим в куртках, пьем чай энергично. Пытаемся согреться. Сегодня у нас, если брать амбициозный план, то мы хотим дойти до Калкана, там снять гостиницу и переночевать. Но если дорога окажется с выпад-выпадвертом, как у нас часто бывает, ну, где-то будем останавливаться в деревеньке, не доходя до Калкана. Но завтра в Калкан однозначно следует прийти. Дойдем. Да. Мы тут просто вчера встретили двух немецких туристов на выходе из Каша. И спросили их, они как бы шли в встречном направлении. Мы спросили, сколько по времени занимает дорога до Калкана. И они нам сказали, что они шли 4 дня. 4 дня. Вот. Это, говорит, типа, вот прям минимум. Мы рассчитываем пройти за 2, ну за 2,5, да, и либо мы доходим сегодня вечером, либо завтра ближе к обеду, да, Вов? Да. Поэтому я рассчитываю, что у нас на этом участке будет 2 ночевки, ну, или 1 сегодняшняя. Как пойдет. Но мы планируем срезать там по дорогам, не лезть сильно, где есть, короче говоря, дорога грунтовая, идти по ней. Не лезть в дебри. В принципе, по грунтовым дорогам идти достаточно приятно. Они тоже здесь проходят по красивым местам. Ты идешь быстрее, меньше смотришь под ноги, больше смотришь по сторонам. В общем, планы такие. Ну, по ходу где-то будем включаться. С той стороне от нас деревня Гёчкарен. Как-то так она называется. Вот, это наш первый пункт. Она примерно в 5 километрах отсюда находится. Вот как-то так. Но мы продолжаем греться чаем. В общем, дальше расскажем. Вот такое у нас утро. Мы позавтракали здесь, умылись. Вот в этой беседочке там вода идет, там столик. Прям нормально, прям на газу нагрели себе чай, попили горячего чая, согрелись. Там даже есть вариант, чтобы развести костер. Там и чайники стоят. Спасибо людям, которые сделали такой прикольный навес. Удобный. С лавочками, со столом. И печка там. Ну, в смысле, печка такая, как можно там чайники, там можно нагреть чая себе. И вода. Молодцы. Ну а мы вот пока вот так вот одетые, потому что с утра прохладно. Сейчас раздеваемся, одеваем рюкзаки и пошли по тропе в том направлении. Значит, виды такие вокруг. Вот. Мы оттуда пришли. Вот. Ну все. Дальше будет включение. Покажу, что Катюшка наша там сейчас пьет витаминки там
Вот, красавица наша. Близко не подхожу, потому что там вода шумит, наверное, слышно плохо. Так, все. Идем по Ликийке. Тут подходим к такой развилке. А тут даже стрелочку кто-то выложил. И перейдем. Баба лежит. Ну, пирамидка из камешков. Чтобы Ликийку не промазать. Стрелочка. Чтобы вон туда идти. А мы идем оттуда. Туда идем. Все, догоняю Катюшу. Тут сейчас высота, у меня показывают часы 904 метра. Вот, так что догоняю Катюшу, идем дальше. Такое у нас утро. Все. Дальше будет включение. Мы идем по деревне Гёчкорен. Она находится вот в такой вот живописной долине. Пока производит впечатление очень спокойной, такой тихой деревни. Вокруг очень красиво. Вот. Домики аутентичные встречаются. Вот. Мы ее пройдем практически сейчас уже полностью. И дальше мы решили поступить весьма хитро. Не идти на тропу, а пройти по грунтовке. Сократим. Они, в принципе, идут рядом. Быстрее дойдем в пункт назначения. Ну и больше будет времени на то, чтобы делать обзоры вокруг. Меньше придется смотреть под ноги, продираться сквозь кусты, да, Вов? Да. Ну, все. Идем дальше. Мы продолжаем заниматься читерством и идти с Гёкчорена в Сарибелен по дороге, вот такой проезжей. Вова излучает счастье, радость и позитив. Да. А так сразу и не скажешь, но он их излучает. У нас тут вот какова красота, хочется сказать. Горы, долина. Где-то там вот внизу этой долины и идет классический трек Ликийской тропы. По всем этим лесам, как сказать, пастбищам. Но в этом, по сути дела, и заключается проблема, что на этих пастбищах часто обитают сердитые барбосы, которые свои стада охраняют. И вот не хотелось бы лишний раз с ними встречаться. Да и в принципе виды на дороге пока что вполне радуют. Вот. В общем, дорога у нас пошла пока что вниз. Вот тут вот, это хорошо. Вот, по идее, сегодня по программе длинный спуск у нас. Хотелось бы максимально, чтобы он шел именно по дороге, а не по тропе. Так комфортней. Смотрите, и тут у нас красиво. Просто потрясающе. Все, продолжаем движение. Мы тут поднялись на высоту 1131 метр. Сейчас по дороге идем на спуск. Вон там сзади меня. Там подъем, там 1131 метр. И тут вокруг такие виды. Идем тут по соснами. Тут такой тенечек, хорошо. Идем на спуск. Да, Катюша? Да. Какой там впереди город? Там деревня. А, деревня? Какая? Сарибелен. Сарибелен? А, ну вот, идем в эту деревню. Дальше, возможно, будет включение. Все, пока выключаюсь. Наш сегодняшний забег по асфальтированным дорогам Турции продолжается. Мы на подходе к городу Калкан. Погодка у нас очень интересная. Обратите внимание, с той стороны туча. То есть ее надувает с моря. Так это Вова, бедненький. А это у нас вид такой сверху на Калкан открывается. Только посмотрите, как красиво. Это просто потрясающе. Вот такой вид. Да? Класс. В общем, нам еще идти километра 4 до жилой зоны Калкана. Дойдем, будем искать
впереди туча находит, да? Будем искать гостиницу. Да, она вот так перед нами находит. Ее откуда-то оттуда задувает сюда. Море задувает. Да, ну как будто бы дождя все-таки не будет, потому что ее очень сильно сдувает. Вот. А мы идем, у нас дорога, ну, движение чуть более интенсивное, чем было по той дороге между двумя деревнями, по которой мы шли утром. Но, скажем так, все равно не такое напряженное, как на трассе было бы. Вот. Я вам что хочу сказать. Пошли по дорогам в расчете на то, что собаки нас не будут донимать. Они все равно, вы понимаете, у них тут эти фермы выходят прямо на трассы. Они не привязывают этих собак, ничего с ними не делают, не закрывают. И ты проходишь мимо просто по дороге, вот по дороге, никому не пристаешь, тут нет стада, ничего нет. На тебя вываливаются эти алабаи, или кто эти, как их называть, эти собаки ужасные, вот, тявкают на тебя. В общем, одна была вообще очень агрессивная. В общем, как многие действительно и говорят, что прямо бич и проблема Ликийской тропы — это вот эти самые злостные собаки, которых тут очень и очень много. Вот, ну, 4 ровно километра, да, нам идти. Вот такие виды. Вот. Мы продолжаем свой путь. Так, есть такие виды. Ветерок, правда, с моря дует. Вот наша Катюша тут стоит, селфи делает. Вот, мы идем пока по дороге, балдеем. Значит, ну что, вон там впереди Калкан виднеется. Хотя это тоже пригород Калкана. Вот. Ну все, мы пошли дальше. Итак, мы прибыли в Калкан. Вот знак официальный. Калкан. Мы входим в Калкан. Дошли по дороге. Тут такие виды вот на Калкан. Начало окрестностей. Вот, мы вот входим. Итого от Каши до Калкана. От Каши до Калкана. 2 ходовых дня получилось. Да, до 2 дня дошли ходовых. Получается, вчера и сегодня. Так, ну вот, так что дальше теперь приключения. И вот мы заглянули в кафешку. Так, заглянули в кафешку. Нам тут еды принесли. Вот. Полный стол. Значит, вот такая у нас еда. Ну, Катюшка, ты где? Да, здесь Расскажи, как ты проголодалась. как слон. Как слон? Да. Ну все, сейчас я пойду тоже руки помою. И приду, буду кушать. Все, приятного нам аппетита. Доказали, еще чаще принесут и будем наслаждаться.